Добрый поступок одинокого охотника по отношению к умирающей беременной волчице привел к невероятному воссоединению год спустя. После того, как он спас волчицу и ее нерожденных детенышей, он услышал звук, от которого у него на глаза навернулись слезы. На небольшой поляне Джек обнаружил нечто шокирующее — беременную волчицу, больную и одинокую, беспомощно лежащую на холодном снегу Аляски. Не колеблясь, Джек полез в свой рюкзак и вытащил вяленое мясо, которое он приготовил на обед. Он осторожно бросил его волку, который тщательно обнюхал его, прежде чем съесть. «Держи, девочка», — тихо сказал Джек. «Тебе это нужно больше, чем мне». Наблюдая, как волчица ест, Джек заметил, какая она худая. Ее шерсть была спутанной и грязной, и она выглядела так, словно не ела несколько дней. Он задавался вопросом, что случилось с ее стаей, ведь волки обычно живут группами, помогая друг другу охотиться и выживать. Но эта волчица была совсем одна. С того дня Джек поставил перед собой задачу помогать волчице. Он назвал ее Луной, потому что ее мех мерцал, как лунный свет. Понимая, что у Луны скоро появятся дети, Джек беспокоился о том, как она будет заботиться о своих щенках холодной зимой. Он знал, что должен действовать быстро. Не теряя времени, Джек поспешил обратно в свою хижину, чтобы собрать припасы. Он вернулся с топором, веревкой и таким количеством одеял, какое смог унести. Неустанно работая в течение дня, Джек построил небольшое укрытие неподалеку от того места, где он нашел Луну. Когда солнце село, Джек понял, что пришло время перевести Луну. Он медленно приблизился к ней, говоря успокаивающим тоном: «Привет, Луна. У меня есть место получше для твоего отдыха». Луна устало следила за ним взглядом, но не пыталась отодвинуться. Джек с большой осторожностью завернул Луну в теплое одеяло. Она была слаба и не сопротивлялась, когда он осторожно поднял ее на руки. Он осторожно положил Луну на мягкую подстилку. Казалось, она почти сразу расслабилась, погрузившись в тепло и уют своего нового дома. Когда на небе появились первые звезды, он неохотно собрался уходить. «Я вернусь рано утром, Луна, а ты пока отдохни». С этого дня Джек приходил каждый день, принося Луне еду и проверяя, как у нее дела. Сначала Луна оставалась осторожной, но со временем она начала доверять ему. Доброта Джека к Луне не осталась незамеченной другими животными в лесу. Любопытный черный волк начал следовать за Джеком во время его ежедневных визитов к Луне. Луна. Сначала Джек беспокоился, что черный волк может попытаться причинить вред Луне или ее будущим щенкам, но, к его удивлению, черный волк, казалось, беспокоился о Луне так же сильно, как и он сам. Однажды, когда Джек пришел в приют Луны, он увидел, что черный волк свернулся калачиком рядом с ней, согревая ее. Джек не мог поверить своим глазам. Как будто черный волк знал, что Луне нужна помощь, и хотел внести свой вклад. Зима тянулась, а Джек продолжал заботиться о Луне. Он ласково разговаривал с ней, рассказывая истории о своей жизни в лесу. Луна, казалось, слушала, не сводя янтарных глаз с Джека, пока он говорил. Однажды ненастным вечером Джек забеспокоился. За окном его хижины завывал ветер, от которого дребезжали стекла. У него возникло ощущение, что что-то не так. Он надел свое самое теплое пальто и вышел в метель проведать Луну. Снег был такой густой, что он едва видел, куда идет. Но он продолжал идти, беспокоясь о своем друге-волке. Когда он добрался до убежища Луны, его сердце упало. Луны там не было. Он огляделся, выкрикивая ее имя. Затем он услышал слабое хныканье. Следуя на звук, Джек обнаружил Луну в маленькой пещере неподалеку. Она рожала своих детей. Джек оставался с Луной весь вечер, стараясь успокоить ее и согреть. Он укрыл ее своим пальто от холодного ветра, который задувал в пещеру. Шли часы,
и Джек с изумлением наблюдал, как Луна родила 4 крошечных, извивающихся волчат. После родов Джек ушел, пообещав Луне вернуться на следующее утро. На следующий день, когда буря наконец утихла, Джек, как и обещал, пришел. Он увидел Луну, свернувшуюся калачиком со своей новой семьей, выглядевшую усталой, но счастливой. Он помогал ей ухаживать за щенками, приносил дополнительный корм, чтобы она могла приготовить для них молоко. Шли недели, и щенки окрепли. Они начали играть и исследовать окрестности за пределами построенного им укрытия. Для них. Джеку нравилось наблюдать за ними, особенно за самым маленьким щенком, которого он назвал Тайни. Тайни всегда был последним, кто пробовал что-то новое, но как только он начинал, он становился самым предприимчивым. Черный волк продолжал навещать их, теперь он играл с волчонками, как будто они были его собственной семьей. Джек был поражен тем, как хорошо ладили Черный волк и Луна. Казалось, что они образовали свою собственную маленькую стаю, почетным членом которой был Джек. С приближением весны Джек заметил, что в лесу стало оживленнее. Однажды днем, навещая Луну и ее детенышей, он услышал треск веток и приглушенные голоса вдалеке. Чутье дикаря подсказало ему, что что-то не так. Джек тихо прокрался через подлесок, следуя на звук. Вскоре он увидел 4 охотников с ружьями, которые выслеживали следы Луны на тающем снегу. Его сердце бешено заколотилось, когда он услышал их разговор. «Мы выслеживаем эту стаю волков уже несколько дней», — прошептал один охотник. «Их заметили возле ферм. Мы не можем допустить, чтобы они нападали на скот или людей». «Я слышал, что там есть щенки», — добавил другой. «Лучше разобраться с этим сейчас, пока не стало хуже». Джек знал, что должен действовать быстро. Он быстро направился к логову Луны, лихорадочно обдумывая план. Когда он прибыл, то увидел, что Луна загоняет своих детенышей поглубже в пещеру. Черный волк стоял на страже у входа. Однако Джек слышал, что охотники приближаются, а их голоса становятся громче. Когда охотники появились в поле зрения, Джек твердо стоял перед входом в убежище. Его поза была решительной, он смотрел им в глаза с непоколебимой решимостью. «Эта волчица и ее детеныши находятся под моей защитой», — твердо сказал он, и его голос эхом разнесся в тихом лесном воздухе. Они никому не причинили вреда. Охотники были потрясены и от удивления слегка опустили ружья. Они никогда раньше не видели, чтобы кто-то защищал волка. «Джек», — сказал один из них, узнав его, — «что ты делаешь? Эти волки могут быть опасны». Джек глубоко вздохнул. Его следующие слова могли означать жизнь или смерть Луны и ее семьи. Он начал рассказывать им историю Луны, объясняя, как он нашел ее умирающей в снегу и помог пережить жестокую зиму. Пока он говорил, его голос был полон страсти и убежденности. Он подробно рассказывал о рождении щенков и о невероятной дружбе, которая у них завязалась. «Приходите и посмотрите сами», — призвал Джек, указывая на приют. Охотники осторожно приблизились. Он показал им, какая Луна нежная и какие у нее игривые щенки. Как по команде, самый маленький щенок высунул голову из укрытия, его любопытство пересилило страх. Охотники с изумлением наблюдали, как щенок осторожно приблизился к Джеку и потерся носом о его руку. Охотники слушали, и выражение их лиц сменилось с подозрительности на удивление. Они были поражены состраданием Джека и необычной дружбой между человеком и волком. Один за другим они полностью опустили ружья, и напряжение в воздухе рассеялось. «Я никогда не видел ничего подобного», — признался один охотник, недоверчиво качая головой. «Возможно, мы поторопились с выводами». Джек уловил момент. «Эти волки не представляют угрозы», — объяснил он. «Они — семья, которая просто пытается выжить, как и все мы. Я внимательно наблюдал за ними и могу заверить вас, что они не приближались ни к каким фермам. Они охотятся в глухом лесу, вдали от людей». Охотники обменялись взглядами, явно пересматривая свою миссию. Наконец, заговорил лидер. «Хорошо, мы тебе доверяем,
но тебе нужно будет приглядывать за ними. Убедись, что они не попадут в беду». Джек торжественно кивнул, чувствуя облегчение. «Даю тебе слово», — пообещал он, зная, что только что стал официальным защитником стаи Луны. Когда охотники ушли, Джек повернулся к убежищу. Луна и Черный Волк стояли у входа, их янтарные глаза встретились. С наступлением весны Джек понял, что пришло время отпустить Луну и ее щенков обратно в дикую природу. Хотя это было трудное решение, он понимал, что так будет лучше для их выживания. Однажды прохладным утром Джек отправился в укрытие, которое он построил. Луна и ее щенки уже были на улице, наслаждаясь солнечным светом. Джек медленно подошел к ним, переполненный эмоциями. «Привет, девочка», — мягко сказал он. Луна навострила уши и завиляла хвостом. Щенки, которые стали больше и увереннее в себе, играли у ее ног. Глубоко вздохнув, Джек начал разбирать укрытие. Он убрал ветки и бревна, которые тщательно собрал вместе. Во время работы он разговаривал с Луной, объясняя, что делает. «Тебе пора уходить, Луна», — сказал он, и его голос был полон эмоций. «Ты и твои щенки должны быть свободны, чтобы жить так, как подобает волкам». Луна внимательно наблюдала за ним, казалось, понимая. Черный волк, ее постоянный спутник, наблюдал за происходящим неподалеку. Как только укрытие исчезло, Джек собрал одеяло, которое он использовал для Луны. Он аккуратно сложил их, планируя сохранить на память. Когда территория была восстановлена, Джек понял, что пришло время окончательно попрощаться. Он опустился на колени, позволяя щенкам подойти к нему в последний раз. Ему. Каждая из них уткнулась носом в его руку, демонстрируя свою дикую натуру. Наконец, Джек повернулся к Луне. Он нежно погладил ее по голове и в последний раз почесал за ушами. «Спасибо», — прошептал он, — «за то, что доверился мне и показал мне ту сторону натуры, о которой я никогда не подозревал». Луна лизнула его руку, отчего на глазах Джека выступили слезы. Затем, как будто поняв, она тихо гавкнула на своих щенков. Они собрались вокруг нее. Джек встал и отступил назад. «А теперь иди», — сказал он срывающимся голосом. «Тебе пора снова стать диким». Луна бросила на Джека последний взгляд и повела своих волчат вглубь леса. Черный волк поколебался, но последовал за ними. Джек смотрел, как они исчезают в лесу. Он долго стоял там, прислушиваясь к звукам леса и ощущая смесь грусти и умиротворения. Вернувшись в свою хижину, Джек достал блокнот и начал описывать свое пребывание с Луной. Джек понял, что пока Луны и ее детенышей не было рядом, они навсегда изменили его представление о лесе и его обитателях. Однажды осенним днем прошел целый год. Джек был в лесу, когда услышал странный звук. Это был волчий вой, но здесь он звучал знакомо. Джек огляделся, его сердце бешено колотилось, когда он осматривал деревья. На краю поляны он увидел зрелище, от которого у него перехватило дыхание. Луна, ставшая больше и сильнее, чем раньше, с 4 взрослыми волками рядом с ней. Ее волчата. Вой Луны эхом разнесся по лесу. Казалось, она узнала это место. Место, где Джек помог ей пережить ту суровую зиму, и где она родила. Знакомая обстановка, вероятно, побудила ее инстинктивно подать голос, обозначив свою территорию и подав сигнал своей стае. Слезы наполнили глаза Джека, когда он наблюдал за Луной и ее семьей. Они выглядели здоровыми и счастливыми. Глаза Луны встретились с глазами Джека, и на мгновение ему показалось, что она признает его, вспоминая доброту, которую он проявил к ней год назад. Затем Луна снова завыла, и на этот раз к ней присоединились ее взрослые щенки. Их голоса слились в красивый дикий хор. Джек смеялся и плакал одновременно, потрясенный неожиданным воссоединением и доказательством того, что семья Луны процветает. Он заметил вспышку черного меха. Черный волк все еще следовал за стаей Луны. Сердце Джека радостно забилось, когда он увидел, что невероятная дружба между Черным волком и Луной продолжалась. В течение нескольких драгоценных минут Луна и ее семья оставались на краю поляны, словно позволяя Джеку увидеть, насколько хорошо у них идут дела. Затем, бросив последний взгляд на Джека, Луна повернулась и исчезла в лесу.
Ее щенки и черный волк последовали за ней по пятам. После того, как волки ушли, сердце Джека наполнилось счастьем и гордостью. Он всегда считал себя простым охотником, но теперь понял, что является частью чего-то большего. Его доброта не только спасла Луну и ее щенков, но и изменила его самого так, как он сам не ожидал. Была ли у вас когда-нибудь неожиданная встреча с диким животным, которая изменила ваше мышление? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.